Итак, всем привет. Это 10-я серия нашего прохождения игрушки Deadly Premonition. Дабы сократить немножко перебежки, я, как вы помните, закончил прошлую серию в фойе этой самой лечебницы, больницы. Но между сериями решил добежать до Аши. Так что мы уже с ним, в общем-то, можем поговорить. Текстура... Чего? Зависимость от производителя. Интересно, почему? А хрен его знает, дядя. Что-то он как-то не хочет нам давать квест. А написано, что якобы можно с ним поговорить. Может быть, это уже потом как-то. То есть, в принципе, может быть, что-то надо сделать, чтобы у него этот квест появился. Но квеста у него нет. К сожалению, нет. Ну ладно, разберемся. Совсем разберемся. Зря только сбегали к нему. Узнали, что соленость, состав, вкус чипсов отличаются друг от друга. Тоже полезно, наверное. Агенту Йорку все пригодится в расследовании. Даже такая информация, как отличие вкуса и солености чипсов друг от друга. В зависимости от производителя. А я что думаю? Я вот что думаю. Ну, мы еще сюда-то вернемся, я так понимаю, потому что нам надо будет гоночку еще проходить. Так что я думаю, кошмар мы повторять не будем. А сейчас мы, наверное, знаете что? Пока у нас еще вроде как время есть, имею в виду до 15:00, давайте наведаемся в туннель Купа. Как вы на это смотрите? Времени 13:49, то есть у нас еще больше часа. Так, теперь надо найти нашу машину, где мы ее оставили нахрен. И надо, блин, вот это вот западло. Надо было, конечно, закупиться патронами. Ай-яй-яй. Ладно, первая это, по-моему, не очень сложная карта-то. Я думаю, и так разберемся без патронов. Так, погнали. Ой. Я даже не помню, у кого можно закупиться. У Поли можно закупиться патронами. Еще, по-моему, кто-то, блин, продает. Не туда повернул, твою мать. Надо ж на карту смотреть, а не на дорогу. Одна из тех игр, где лучше смотреть, ориентироваться, вернее, по карте, чем по дороге. Потому что дорога обманет, карта никогда. А, я хотел еще порыбачить. Да-да-да, я вспомнил. Точно, точно. Так что сейчас этим и займемся. Вот здесь есть у нас рыбацкое место. Выловим сейчас какой-нибудь подарок. По-моему, здесь вообще Фиона это. Карточка Фионы. Симпатичной девушки. Уж такая симпатичная девушка. Прямо. Ау, ау, ау. Давай, тормознем. Здесь только одно рыбачье место. Значит, только один подарок в перспективе. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 Нормально today. успеем, не Just think of ссы. talking in front of all those people. What do you think, Zach? It's going to get fun. Может быть. Так, ловите рыбу. Ловись, рыба, большая и маленькая. Ловись, подарка.
Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Упс. Ай-яй-яй, я что-то протупил. Я, в принципе, не протупил. Так, функции сбросить. Я просто забыл секундомер засечь. Ну, это все. Ой. У тебя опять что-то с галстуком, Йорк. Че у тебя с галстуком? Да. Игрушка, конечно, да. Явно стоит свои 500 рублей, за которые она продается в Стиме. Но, кстати, я ее купил не за 500 рублей. О, с первого раза. Я ее купил совсем это, по акции, там со всеми скидками аж за 83 рубля. Так, вы поймали? Чего я поймал? Я прям заболтался и не понял, что я поймал. Стоп, я что-то действительно не понял, что я поймал. Ну ладно. Вот что-то я поймал. И это была не карточка. Я так понимаю. Может быть и карточка. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Либо аптечку, конечно. Упс, ничего. Сейчас, по-моему, я все-таки карточку поймал, скорее всего. Просто ее не показали. Сейчас проверим. Как только выловим чего-нибудь еще. Так, что дают? Так, вы поймали наживка, капсульный червяк. Опять наживка, капсульный червяк. Фу, гадость какая. Только захламлять себе инвентарь. Так, по поводу карточек. Давайте посмотрим. По-моему, я все-таки выловил карточку. Так, вот это я помню, где я выловил. А вот она, Фиона Веснушка. Я так понимаю, что именно ее я и выловил. Угу. Потому что больше вроде как ничего нету новенького. Да-да-да. Я выловил карточку Фионы. Ну что ж. Удачно, я бы сказал, мы порыбачили. Теперь нам надо все-таки в туннель Купа съездить. Где бы мне взять этот цветок? Я всегда, когда у меня что-то не получается, я все время на этом цеплюсь потом. Вот у меня прям вот ёптить нафиг. Как так, цветочек? Нет. Цветочка аленького. Куда делся цветочек аленькой? Так, а куда мы едем? Братик. Где эта штука находится вообще? Так, эта штука находится пипец где. Ага, вот этот самый туннель. Мы по нему, кстати, приезжали. Ага, на пути из парка. Да-да-да, на пути из парка мы по нему проезжали. Так, и где же это? Ага, чуваки начали собираться, кстати, смотрите. Много народу, и все едут туда. Это, кстати, очень хорошо в плане того, что
как раз это рядышком с тем местом, куда нам надо попасть в результате. Значит, я по сути знаю, как нам туда проехать. Отлично. Погнали тогда. В общем-то, должны успеть. Наверное. Мне патронов хватит. Ну, от крайняк у меня старый верный пистолет Йорка есть, конечно. Но им будет очень сложно мочить тамошних обитателей. Тихо, 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 тихо. Так, вот надо вот здесь, наверное, повернуть, да? Можно и там повернуть. Но мы сейчас покружимся, попривыкнем к этому городку. Кстати, несмотря на то, что карта кажется запутанной, она потом вот под конец игры уже, как говорится, как свои 5 пальцев знаешь весь этот городок. И уже не ошибаешься, знаешь куда, чего, как куда попасть, что называется. Так, вот мы выезжаем. Тут нам, насколько я знаю, надо будет повернуть. Вот. И мы попадаем прямиком к этому туннелю. Да, вон там он. Этот туннель. Ну, не здесь еще пока. Это еще пока мостик. Тихо. А вот и тоннель. Надо было, наверное, конечно, сохраниться, я так думаю. Тихо. Давай. Окей. Начнем. Да ладно. Заглянуть, что ли? Я попробую, давай. Здесь чисто на выживание. Ау. Блин. Ну как же ты не попадаешь-то, ну, в Йорк? Аптечка. Здесь тоже что-то есть. Взять. Пригодятся, кстати. Для автоматов-то. Ау. Беги. Мадама. Yes. Мадама. Посмотри, что творят, твою мать. Сволочь. Ты тоже сдохла, нет? Нет, она еще хочет меня что-то это...
укусить Йорка за одно место. Так, надеюсь, это пули. Да, спасибо. Так, это что, стабилизатор? Мы больше не можем нести. Давайте спрячем в кейс. Так, есть кто еще? Нет, по-моему, всех я тут перекосил. Ну да. Не стоит туда идти. Пойдем куда-нибудь. И чё это? А, я вспомнил, это не надо. Да-да-да. Тут надо обратно входить в этот вот. Да-да-да. И тогда мы попадем уже на другую локацию. Окей. Так. Всех согрел. Они даже не обращают внимания нафиг. Берем пульки. Аптечка. Берем. А то я по 740 хотел покупать долларов. Да сейчас, конечно. Что здесь? Берем. Берем. Пульки, это хорошо. Так, это здесь? Окей. По-моему, все. Не, ты еще. Окей. Ну, как знаешь. Кончилась музыка почему-то. Так, что-то тут и дали. Аптечка большая. Ага. В кейс тогда. Большая аптечка, это всегда хорошо. Так, ну что, тут больше никого не осталось. Можно идти дальше. Ага, мужики с лопатами. Ах ты, тварь! Я тебя-то не заметил, блин. Да вот тут не один. Знаете-ка вам. Ради этого. Так, клюшка для гольфа. Кейс. Лопата. Не могу больше носить. Ого-го-го-го-го! Ты посмотри, какая тварь. Так, лопата в кейс. Не знаю, зачем мне столько всякого говна, но пусть будет. Стальная труба, блин, не могу носить. А что у меня? У меня стальная труба одна из... Хотя нет, они все хорошие. Вот ломик у меня в плохом состоянии.
Ай, ладно, стальная труба в кейс. О, ее тоже не могу. Ладно, хорошо. Ледоруб в кейс. Аптечка. Угу. Кейс. Это мое. Блин, кейс, а зачем? Так. Тихо, не, ты чё? Ты. Что здесь? 10-миллиметровые пули мне. А здесь что? Аптечка в кейс. Так, там стальная труба. Угу. И здесь что нас ждет? Шипучка. Клево. На самом деле это рутбир. Это, как это сказать, пиво из, собственно, из корней. Типа, ну, кто смотрел этот Fallout New Vegas, ну, или кто играл в Fallout New Vegas, то есть там был этот Sunset Sarsaparilla, так вот это та же самая хрень. О, пацаны, тут, похоже, пацаны с пухами. Надо осторожненько их выцеливать. Очень-очень осторожненько. Yes, bullseye. Блин, ты чё ни в кого не можешь выстрелить, а? Так, ну-ка. Бам. Не получилось. Bullseye. Yes. Nice shot. Не-не-не. Yes. Amazing. Так. Чё тут? Патрон 12-го калибра в кейс. Кейс. Здесь, по-моему, нам дробаш должны дать. Ай. Amazing. Great. Bullseye. Amazing. Все, он там появился. Подарок. И это, по-моему, последний круг. Птичка маленькая в кейс. И, насколько я помню, это у нас дробаш. Нет, ну этот боевой нож, понятное дело. Потому что мы еще до дробаша не дошли. А вот тот подарок, который там на столе лежит, это, по-моему, дробаш. Это полезная хрень. На первых порах. Почему она очень полезная? Вспышка? Чего? То есть это не последний, что ли, круг? Где дробаш?
падла в натуре. Вы не можете больше. Ну, я понял, не можете, так не можете. То есть это не последний был круг, я так понимаю. Ну-ка. Ага, вот последний круг. То есть здесь врагов нет, а здесь есть только награда. 10-миллиметровый пистолет-пулемет. Ё-моё! Хе-хе-хе! Так. Взять предмет. Нет, подожди. Вообще отойди. То есть, что мы делаем? О, мы берем вот это вот тело. Перезарядка. Можно мне его выкинуть? Нет, мне его нельзя выкинуть, к сожалению. К сожалению, нельзя выкинуть. Ладно, давай мы его в кейс тогда закинем. То есть, чем хорош этот пистолет-пулемет, вот этот конкретно? Он, блин, имеет бесконечные патроны. То есть, вообще о патронах больше заботиться не надо. Это просто убер-пуха. Окей. Так, ну и теперь можно ехать, да, в 14-17. Больше мы ничего, в общем-то, не сделаем, я так понимаю. Можно обратно. Ты посмотри, что я делаю. Вот я... Почему я не люблю ездить на всаде, короче? Я потому что постоянно путаю кнопки. Я вот сейчас пытался повернуть и думаю, а что он не поворачивает? А я вместо того, чтобы нажать на А, нажал на Q. И жму такой весь из себя. Думаю, а что это он не поворачивает? Поэтому я люблю, если я уж играю на клавиатуре, то я люблю вот всякие вот эти вот движения делать на стрелочке. Потому что на стрелочках хотя бы их всего 4 кнопки. И они отдельно от других. И там не ошибаешься пальцами-то. Так, ну что ж, поехали навстречу. Крутой пулеметик раздобыли. А дробаш нам, по-моему, выдаст... Да, я вспомнил, кто нам дробаш выдаст. С бесконечными потрошками. Тихо. Немножко занесло, ну и хрен с ним. Нормально здесь ездить можно. Так. Это же Гарри Стюарт едет. Так, ну вот, пацаны собрались. Почти. Так, выйдем из машины. Так, у нас есть еще полчаса с лишним. Так что мы сейчас перекурим. Нам бы еще сохраниться бы. Есть здесь где сохраниться, кстати. Никакого тут этого нет. А, вон там есть телефон за... Я просто почаще сохраняться буду теперь, потому что
Бывает такое, что приходится срочно уйти, как бы, и приходится вырубать игру, а она автосохранением не оборудована. Поэтому иногда целые куски геймплея могут потеряться. И дабы не проходить все по 10 раз, лучше сохранять. Окей. Кстати, здесь можно жратву покупать круглосуточно. Отлично. Будем знать. Хотя в этой у поля тоже можно жратву круглосуточно покупать. Ну что ж. Тут нам еще не рады. И мы сейчас закурим, товарищ по одной. Закурим. Так, где-то у нас, вот здесь у нас предметы. Вот так. Норм. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. The clock tower is impressive too. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Каблучки, макияж. Этот день наш. Она еще ж сестра Томаса. Если чё. Who's the fashionably late one?
That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Ну, спасибо, мужик. Успокоил нахрен. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Давайте, давайте. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay, if it's gonna help you any. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Понятно. Так, что-то тут есть. Так, с вами-то можно побазарить о чем-нибудь? Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Я тоже так думаю. Так, а где Эмили? Куда она сдвиснула? Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be.
Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Да. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Вот, возвращаясь к тому, почему я думаю, что все-таки Deadly Premonition надо переводить как смертельное знамение, потому что везде символы, знаки, знамения и прочее, прочее. Именно поэтому я думаю, что правильнее было все-таки знамением перевести. Ну да ладно, это, как говорится, так, в кейс. Так, где Эмили? Вот Эмили. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Тебе вредно жрать. Так, ну здесь, по-моему, не с кем побазарить-то. Здесь все безликие люди-то сидят. Нам нужны ключевые персонажи. А ключевые персонажи все пошли тусовать по фойе. Так, вот этот вот мужик, очень интересный мужик. So you're the FBI agent, are you? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Yeah. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. Обязательно. Нам с тобой еще о многом предстоит поговорить. He literally exudes raw power, Zach. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. Calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Это одна из его тайн, которую мы рассмотрим потом. Так, Аша. Здорово. Agent York, you make any progress? Of course, plenty. Tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. Then I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Окей, так. Ну, с тобой больше, по-моему, не о чем базарить, да. С каждым можно поговорить только один раз. Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo. But I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day. But I do.
He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. You must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Ты чё отскочил? Так, ну ладно, пошлите дальше. О, дружбан, привет. Ой. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? Так I'd be охотно на worried оленей because же. there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Так, вот что у меня есть. Так. Нет, я у тебя это не буду покупать. Зачем? You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Нифига себе, отличный выбор. Леденец в автомат. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. По ночам, чтобы не было лишних глаз, да? А я могу в этом что-нибудь хотя бы там положить? Ага, есть. Так, давай-ка мы сначала положим. Ага. Тихо. Что это? Вот это вот. Чего? Блин, ваш инвентарь полон. Я забрать, что ли? Да я окей, я понял все. Да, забрать. Положить, конечно, мне надо-то, а не забрать. Да. Ага. Кейс переполнен теперь. Зашибись. Просто я что хочу сказать. Вот эта вот пушка, как, правда, не понял, какая из них. Вот это, да. Она, как вы видите, у него нет надписи, сколько там внутри него патронов. В плане того, что у него бесконечные патрончики-то. Так, ну ладно. О! Здорово, Элвис. Hey, York, you were rocking it large up there. Was I? I haven't been on stage like that since elementary school. You made me think, man, like, things can't go on like this. We need, like, some action or something. I was pretty psyched up, you know, before you got on stage. I was like, dude, a real psycho in town. Pretty sweet gig. But now, I mean, dude, that lunatic could be any one of us, man. I don't want to think of that whack job coming after my family. Makes me shudder all over, man. It was way too heavy. You'll catch him.
right, FBI? Of course. But you need to be able to take care of those you love, too. You're right, man. Right on the level. I need to do what's right for my family, man. You lit my soul, man. Thanks, FBI. Ладно, понятно, все с тобой. Дружбан. Hey, Lily. Agent York, your speech frightens some of us a little. You should work on being more sensitive with words when talking to groups. Really? I tried my best to be gentle. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Just Becky, really. She works part-time at the store. She's been acting strange recently. Strange? How? I took the boys along to visit her house today. I was just worried, you know, because she hasn't come into work at all after that incident. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Ой, прошу прощения за кашель, но вы уже Perhaps привыкли, we я should думаю. give Becky a visit tomorrow, Zach. Окей, обязательно навестим. Поли. Привет, Поли. Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested, but I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, Вряд ли. no, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Zach, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zach. Amazing. Ну да. Сигурни. Oh my pot is getting cold. Да-да-да. Прям отсылка, опять же, к Твин Пиксу. Hey, Там была mister, дама с поленом. My pot is getting cold. You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. 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 Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Ну да. Ну хорошо. Сиди со своей кастрюлькой. Так. Джим. Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home.
Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to, in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zach. О. Так, давайте сначала с быком. I've nothing to say to you. I haven't asked you anything yet, Jack. Shut it! I might open up if you introduce me to, I don't know, a Ben Franklin. Я, кстати, тебе утром заезжал с двумя Бенами Франклинами, а тебя не было Guess дома. there's always someone like him in every town. Так, ну давай с тобой тогда, Роза. Hello again, Agent York. How are you? Good, thanks. And you? Oh, I'm feeling pretty good today. Well, that's good to hear. Do you have any information that could help me out? Information? Sounds difficult and not my kind of conversation. Anyways, you should come by the gas stand again. I'll give you the best service in town. Zach, perhaps you can tell me. Why did she bother coming here? Ну, как зачем? Продемонстрирует свои сапожки. Так, с кем мы тут еще не лялякали? Вроде бы со всеми. Так, вот с вами мы точно не лялякали еще. Вот ты меня интересуешь, дядя. Ты со мной базарить не захотел вообще? I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? No, nothing. You sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Понятно. Ну что ж, давай тогда с твоей женушкой еще раз поговорим. Can you tell me if you noticed anything strange about Anna before the incident? Well, I'm not sure if this will be of any help, but... Anything, no matter how small, could be of help. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained, and came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. Criminal I'm going to catch and bring to justice. Ну, втов. Так. Тут ведь еще есть люди. Сюда, я так понимаю, мы не входим. Так, давайте поднимемся. Тут, по-моему, можно еще кое-куда сходить. Так, это у нас в зал. Это у нас, по-моему, тоже в зал. Так, давайте на карту хоть глянем. Ну да. Так, это у нас... Ага. Ну, вот они все, да. С этими мы со всеми поговорили. Киташа, да. Вот с ними со всеми поговорили. Здесь у нас стоит Эмили, здесь у нас стоит Томас, здесь у нас стоит Джордж. Здесь у нас саспекты какие-то. Здесь у нас тоже саспект какой-то. Здесь у нас тоже... А, вот Кэрол. Давайте с ней и поговорим в первую очередь. Ну-ка, где ты? А вот и ты. Сигареты крепкие.
Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Ужас какой нахрен. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest, a goddess. Как только услышал про лес, так сразу смылось. Это сигнал. Надо будет проработать этот вариант. Так, кто у нас тут еще стоят? Ага, вот вы двое. Так, ну я сначала вот с тобой поговорю. Самый крутой вообще перс во всем этом городке. Ну, правда, здесь вообще все персы крутые, но этот вообще нечто. Вот сейчас посмотрите. Good evening, Agent. Могильщик, бля. Good evening, Mr. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Brian. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Anna. Her smile. So warm. Anna. Blonde hair. So bright. Это просто нечто, конечно. Вы видели его рожу, блин? I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Вы видели вообще его рожу? Это же просто зомбак какой-то. Так, ну и давайте с вами поговорим. Вы сами крутые. Так, какой из вас папа, какой из вас сын? Вот ты, по-моему, папа, блин. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the Darts Bar, Swery 65. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. You know, she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Окей. Так, с тобой больше не получится, вот с тобой можно. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? Ну, как бы, твое какое собачье дело? I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you.
I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Mm-hmm. Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. Окей. Ну вот и поговорили со Agent всеми. Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Пойдем, пойдем. Слушай-ка. Ну, понятное дело. $7000 денег. Клево.